Администрация Дональда Трампа как-то непривычно тихо в минувшую пятницу опубликовала новую стратегию национальной безопасности. Предыдущая версия, утвержденная при Джо Байдене в 2022 году, исчезла с сайта Белого дома. Западные комментаторы отмечают, новая стратегия отходит от доктрины глобальной конкуренции великих держав в пользу курса, сосредоточенного на возвращении к национальным интересам. Документ значительно короче предыдущей стратегии 2022 года – 33 страницы против 48. В нем значительно мягче отношение к России и Китаю. Почти не упоминается Африка и Ближний Восток. А Украина и вовсе больше не приоритет. Одно из наиболее значительных изменений касается России и украинского кризиса. Если в 2022 году Россия рассматривалась как непосредственная и постоянная угроза, проводившая империалистическую внешнюю политику, то в новой стратегии эта воинственная риторика полностью отсутствует. Стратегия 2022 декларировала поддержку Украины столько, сколько потребуется для стратегического провала России. А в новой стратегии ничего подобного и близко нет. Восстановление стратегической стабильности названо одним из главных приоритетов внешней политики США в Европе, включая дипломатическое урегулирование отношений для снижения рисков конфликта. Ключевым интересом США названо прекращение военных действий в Украине через переговоры с целью стабилизации экономики европейских стран и обеспечения возможности послевоенного восстановления Украины для ее выживания в качестве жизнеспособного государства. Таким образом, США выступает за завершение конфликта на Украине через переговоры, минимизацию рисков российско-европейского противостояния, предотвращение непреднамеренной эскалации или расширения войны и восстановление стратегической стабильности в отношениях с Россией. Читаешь, прямо и не верится. В отличие от предыдущего документа, новая стратегия не содержит упоминаний о военной помощи Киеву и планах по остановке российской агрессии. Также новая стратегия не упоминает внутреннюю политику России, что является еще одним очень заметным отходом от прежней риторики. Снижение американской вовлеченности в регион фактически предоставляет России карт-бланш на усиление своего влияния в постсоветском пространстве. Это может привести к дипломатическому откату, когда прагматизм и учет российских интересов станут доминирующими в отношениях этих стран с Вашингтоном и Москвой, прогнозирует Политика. Документ содержит максимально жесткие высказывания в адрес Европы, сообщает внимание «Экономист». В частности, стратегия говорит о ее цивилизационном упадке, а европейские чиновники критикуются за нереалистичные ожидания от войны. Белый дом видит свою роль в том, чтобы содействовать восстановлению отношений между Европой и Россией для снижения риска конфликта. Краткое содержание таково. Первое. Украина не может победить. Второе. Украина продолжает сражаться только потому, что Европа препятствует установлению мира. Третье. Европа подавляет демократию во имя конфликта. Четвертое. Европе нужно прекратить конфликт, чтобы восстановить демократию, комментирует профессор Института России при Королевском колледже Лондона Сэм Грин. Стратегия национальной безопасности Трампа – сделать Европу снова белой, иронизирует редактор-экономист Шашанк Джоши. Кстати, сам он индус. Эта стратегия национальной безопасности гораздо жестче по отношению к Европе, чем к России. В ней нет ни слова об угрозе со стороны России или о сдерживании, только о том, что восстановление стратегической стабильности является приоритетом. Европа представлена как главная угроза свободе. Стратегия провозглашает курс США на отстаивание подлинной демократии в Европе и отмечает растущее влияние патриотических европейских партий. Целью США на европейском треке провозглашает помочь Европе скорректировать ее нынешнюю траекторию. Reuters ранее писал, что вице-президент Джей Ди Венс несколько раз встречался с лидерами «Альтернативы для Германии», а затем жестко критиковал решение властей Германии, которое признало партию правоэкстремистской. Ди Венс написал, что партия является самой популярной в Германии, а бюрократы пытаются ее уничтожить. С Китаем конкуренция вместо конфронтации. Несмотря на признание Китая самой серьезной долгосрочной угрозой, формулировки стратегии Трампа в отношении Пекина осторожны и деликатны от провокационных. Администрация обещает восстановить баланс в экономических отношениях Америки с Китаем, уделяя приоритетное внимание взаимности и справедливости, а также призывает поддерживать подлинно взаимовыгодные экономические отношения. Документ также выражает стремление предотвратить войну в Индо-Тихоокеанском регионе, обращает внимание Политика.
В целом же, как прямо указывается в стратегии, во главу угла администрация Трампа теперь ставит возвращение к национальным интересам. Обязательства США по обеспечению глобальной безопасности снимаются, уходят в прошлое мертворожденные альянсы и союзы типа AUKUS и QUAD. Это означает, что союзники, включая членов НАТО, должны будут брать на себя значительно больше ответственности за свою безопасность, возможно, пересматривая свои оборонные стратегии и отношения с другими державами. Обновленная стратегия США вызвала в Европе и на Украине, если не шок, то состояние близкое к этому. Евроястребы в ярости, воевать с Россией они намеревались только в связке с Америкой. А Зеленский, похоже, начинает понимать, что лично на нем за океаном поставили крест. Вот такие вот, друзья, у нас новости. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и обязательно оставляйте свои комментарии.